А можете ли вы сказать, что вы поняли Чехова до конца? До конца нет. Нет. Скажите, пожалуйста, вы можете ответить точно и прямо? Вы поняли этого человека? Вы разгадали его загадку? Нет, откровенно сказать нет. Это, по-моему, задача почти невозможная. Невозможная. То есть она возможная, но ее можно разрешать в течение всей сознательной жизни и не разрешить. И даже, может быть, в течение жизни нескольких поколений. Нескольких поколений. Кто-то не смог, а мы попытаемся понять. Из всех русских писателей, быть может, самого сластолюбивого, наверное, самого эгоистичного и от этого самого скромного, бесспорного циника и неподражаемого гуманиста, человек и театр Антона Павловича Чехова. Всем привет! Это Белинский, и вы смотрите канал, в котором мы с вами обсуждаем прочитанные книги и просмотренные фильмы. Здесь известным большинству людей произведениям мы даем свои интерпретации и трактовки. Местами банальные, местами безумные. Впрочем, банальности мы стараемся по мере возможностей избегать. С вами снова, если верить комментариям, псевдоинтеллектуальный, несущий полный бред, напридумывающий и накручивающий, поверхностный, явно подкупленный церковниками идиот нашего времени. Одно у меня было хорошо когда-то, это фон, но его теперь, как вы можете заметить, нет, потому что я эмигрировал в другую комнату. Все мы после ухода из России Икеа, кроме тех, кто пребывает в эйфории, находимся в депрессии. Мы были уверены, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Вся наша болтовня после этого стала бессмысленной, как будто мы умираем и бормочем о том, что лошади едят сено и овес, а Волга впадает в Каспийское море. Мы потеряли желание что-то делать. Для нас что воля, что неволя. Жизнь в царских палатах или в палатах психиатрического диспансера теперь одинаково бессмысленное мероприятие. Мы превратились в насекомое существо. Все ожидания от будущего развеялись, как галлюцинация, испарились, как маниакальный призрак черного монаха. Мы чувствуем, как сжимается футляр, как он затвердевает железную цепь. Мы замкнулись в себе в маленьких комнатах и забыли, что человеку нужно не 3 аршина пространства, а весь земной шар. Вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа. Тема свободы и полного непринятия несвободы – это главная тема в произведениях Антона Чехова. Сейчас я приглашаю вас разобраться в творчестве автора, который, согласно индексу ЮНЕСКО, вместе с Достоевским и Толстым числится в списке самых известных и переводимых писателей. В этом индексе, кстати, Чехов стоит между древнегреческим философом Платоном и английским писателем Джоном Рональдом Толкином. И пусть он ниже Достоевского с Толстым, но у меня есть подозрение, что родись Чехов пораньше, начни он свою литературную деятельность до того, как ее начали Федор Михайлович и Лев Николаевич, и последние, прочитав бы Антона Павловича со словами «в литературе нам сказать больше нечего», махнули бы рукой и пошли бы играть в карты. Но в России Чехов еще со школы нам известен как беллетрист, как автор коротких, ёмных, остроумных, но легких, юмористических, почти детских рассказов. В творчестве Чехова принято выделять 3 этапа. Условно их можно назвать как юность, зрелость и старость. Разбор Чехова я хотел бы разделить на 3 части и в этом ролике поговорить о первом этапе в творчестве писателя, как раз о его юмористических рассказах. Чехов как писатель родился в 1880 году. Что, по-вашему, можно считать рождением писателя? Первый написанный рассказ? Первый полученный комментарий? Первые 1000 подписчиков? Нет. Писатель рождается тогда, когда он получает свой первый гонорар. В 1880 году Чехов за свой первый опубликованный в юмористическом журнале «Стрекоза» рассказ «Письмо к ученому соседу» получил свой первый гонорар 5 копеек за строчку.
Антону Павловичу так понравилось, что с 1880 по 1889 год Чехов напишет почти 600 рассказов. Для того, чтобы это сделать, нужно писать по одному рассказу каждую неделю на протяжении 10 лет. Я пробовал работать в таком ритме на YouTube, меня хватило на полгода. А Чехов, кроме множества коротких рассказов, написал еще по меньшей мере 17 пьес, 17 же повестей и неизвестное мне количество статей, в том числе научных, по медицине. О том, какой Чехов был ученый и врач, мы судить не будем. Медицина того времени повергала в ужас даже современников, даже самих медиков, в том числе и Антона Павловича. Да и сейчас, обсуждая врачебный вопрос, мы не можем сказать, что всем довольны. Почему-то мы часто сравниваем, какая медицина у нас и какая медицина у них, и мечтательно вздыхаем о прекрасной медицине будущего. Письмо донского помещика Степана Владимировича Н. к ученому соседу доктору Фридриху – журнальный дебют 20-летнего юноши. В нем Чехов предстает перед нами молодым, пока еще здоровым и не разочарованным студентом-первокурсником. Чехов увлекался театром со школы. Он начинал свои литературные тренировки именно с драматических произведений. За 2 года до первой публикации он написал пьесу, название которой до нас не дошло, но текст которой был автором сохранен. Пьеса была найдена и опубликована через 19 лет после смерти писателя. Письмо к ученому соседу напоминает скорее не рассказ, а именно самодостаточный монолог комедийного персонажа. Письмо это как будто пытается стать сценической миниатюрой. Его нельзя читать про себя, его нужно читать вслух и с выражением. А лучше всего я представляю его себе на сцене Comedy Club. Я говорю это с уважением как к великому русскому классику, так и к актерам и авторам современной комедии. А если вы кого-то из них не уважаете, напишите в комментариях. И несмотря на несерьезность первого чеховского юмористического рассказа, тема, поднятая в нем, достаточно интересна и характерна для автора. Эта же тема будет потом присутствовать во многих других рассказах и повестях. Сюжет столкновения образования и невежества, науки и религии, медицины и искусства, глупости и интеллекта, государства и человека. Автор письма к ученому соседу был срисован Чеховым со своего отца и деда. Дед Антона, Егор Михайлович Чехов, с рождения был крепостным, но накопил денег и выкупил себя у хозяина и стал жестоким управляющим в графском имении. Отец Антона, Павел Чехов, стал купцом и держал свою лавку в Таганроге. Широко известная история, когда в бочку с оливковым маслом, которым торговал Павел Егорович, забралась крыса и в этой бочке утонула. Вылить масло экономному купцу было жалко, и он позвал священника, чтобы тот осветил испорченный продукт. Вот откуда у Антона Чехова такое чувство юмора. Он даже не придумывал смешные сюжеты, он их вспоминал, брал их из реальной жизни. Безбашенное детство и юность Антона Павловича состояли из южного солнца, частых порок отца, рыбалки, ненавистной латыни, пения в церковном хоре, проституток, работы в лавке отца, нищеты, моря, театра, литературы и репетиторства. Подробнее биографию Чехова вы можете изучить, прочитав или прослушав книгу британского литературоведа Дональда Рейлфилда. Ссылку на аудиоверсию этой книги я оставлю под видео. Книга, написанная Рейлфилдом, рисует, наверное, самую правдивую картину, но оставляет осадок. Я же не буду подробно погружаться в биографию Чехова, рассказывая только отдельные моменты по мере их необходимости. После первого опубликованного рассказа последовали другие. Многие из них не представляют интереса, но какие-то представляют собой маленькие жемчужины, которые вспыхивают на короткое время, пока их читаешь, и растворяются в воздухе. Рассказ «Папаша», опубликованный в том же 1880 году, чрезвычайно театрален. Кажется, что в нем Чехов смеется над невежеством пожилых небедных родителей, которые предлагают учителю арифметики 25 рублей за то, чтобы тот исправил двойку их сыну. Но сколько дополнительных черточек описывает Антон Павлович на 2 страницах.
Внимательный, эмпатичный читатель узнает о том, что папаша изменяет мамаше с горничной, что мамаша все знает, но предпочитает смотреть на этот недостаток своего мужа сквозь пальцы, чтобы иметь дополнительный рычаг управления им. Он узнает, что отец семейства считает, что его сын достоин остаться на 2-й год, но повинуется воле супруги. Он узнает, что у преподавателя арифметики молодая, красивая, любимая жена, которая требует определенных финансовых ресурсов на свое содержание, и понимает, что учитель на секунду задумался, глядя на 25 рублей. А почему бы и не взять? Вот только одного мы так и не узнаем. Прошел ли 15-летний сын папаши в следующий класс или остался в 3-м? Этого Чехов нам не говорит. И это еще одна шутка. Автор как будто смеется над нами, не сказав самого главного. Открытый финал – это прием, который Чехов использовал очень часто. Он не любил банальные концовки. Не желая портить конец произведения свадьбой или самоубийством главного героя, Чехов оставлял решение за читателем. Старший брат Антона, Александр, также был писателем и начал свою литературную деятельность раньше Чехова. Однако впоследствии издатели, чтобы читатель не путал двух писателей Чеховых, запретили Александру подписываться собственной фамилией. Другой брат Антона Павловича, Николай Чехов, был художником. В течение жизни Чехов вращался в богемных кругах, дружил или встречался с композиторами Антоном Рубинштейном и Петром Чайковским, с многочисленными известными писателями Дмитрием Григоровичем, Владимиром Гитлеровским, Львом Толстым, Куприным, Максимом Горьким, Иваном Буниным, с известными театралами, среди которых режиссеры Константин Станиславский и Немирович Данченко, актеры Павел Свободин, Александр Ленский, Лидия Мизинова, Константин Варламов и Владимир Давыдов. На первом курсе Чехов знакомится с будущим известным художником Левитаном, дружба с которым с небольшими перерывами продлилась до последних дней живописца. Общение их было так тесно, что Левитан даже вызвал Чехова на дуэль. У Антона Павловича на даче в Ялте Сергей Рахманинов аккомпанимировал Федору Шаляпину. Вся эта художественная тусовка, которая варилась, общалась, ссорилась, веселилась, менялась идеями и женами, чем-то напоминает тусовку питерских советских рокеров, и у меня даже создается впечатление, что русские рокеры местами вели себя более скромно, чем русские классики. В конце жизни многие друзья Чехова стали солидными, обеспеченными людьми, но когда Чехов еще только учился в медицинском университете, спутниками его богемной тусовки были бедность, неизвестность и несостоятельность. В рассказе «Жены артистов» Чехов описал жизнь дома художников и писателей, самоотверженных, но бедных, неизвестных и бесталанных, таких, каких он видел тогда вокруг, в своих братьях, друзьях и в зеркале. В рассказе явно прослеживается гуманистическое зерно, повествующее о бедной участи жены одержимого артиста. И здесь же звучит тема брака как тюрьмы, как заточения, как порабощения одного супруга другим. Пока еще в гротескной, юмористической форме, но впоследствии тема несвободы от других людей, от брака, тема заточения человека в футляр станет сквозной бессознательной нитью, проходящей через все его произведения. Супруга для писателя – это Анна на шее. Она мешает отдыхать и работать. Чехов женился очень поздно, за 3 года до смерти, когда от него никто уже и не ждал супружества, а скорая кончина была очевидна. Детей у Чехова так и не было. Мало кто из русских писателей может похвастаться тем, что был хорошим мужем или отцом. Писателю не нужна жена, ему нужна стенографистская издательница и вдова. Впрочем, мы забегаем вперед. Когда писатель пишет, он всегда пишет о себе. Каких бы персонажей он ни выдумывал, с кого бы он их ни срисовывал, а нет, все равно вложит в него себя, свою мысль, которую и сам в себе не видел, и только получив журнал с опубликованным уже рассказом прочтет и с удивлением откроет: так вот я, оказывается, какой. В юмористических и легких, на первый взгляд, ранних рассказах Чехова есть одна очень печальная черта. Все его герои страдают от тотальной несвободы,
Они принуждены делать низкие, недостойные свободного человека вещи. Они понуждаемы. Они присмыкаются перед старшим по чину, как в рассказах «На гвозде», «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Маска» и десятках других. Мужья и жены терпят принуждение друг от друга и от своих родственников, как в рассказах «Дачники» или «Переполох». Особая степень несвободы, от которой страдал Чехов, это принуждение к общению с дураком. Глупость – это сила, а власть дурака безгранична. Рассказы «Письмо к ученому соседу», «Унтер-Пришибеев», «Беззащитное существо» – это рассказы, в которых дураки навязывают свою нелепую власть более умным людям. Чехову, наверное, было сложно общаться с людьми. Они не были ему интересны. Как материал для рассказа, как художественный предмет, да, но пускать кого-то в душу писатель, мне кажется, не хотел, потому что уважал свободу, чужую и свою. Постепенно рассказы Чехова становятся более серьезными. Рассказ «Тоска», опубликованный в 1886 году, никак нельзя назвать юмористическим. В нем таксист XIX века, одинокий кучер, не находит среди своих клиентов человека, который услышал бы его, и рассказывает свою трагедию лошади. В этом же 1886 году публикуется известный рассказ «Ванька», в котором мальчик отправляет письмо на деревню дедушки, и снова тотальная несвобода и принуждение сквозит в каждой строчке рассказа и письма. В 1887 году вышла «Каштанка», рассказ, главным героем которого стала собака, вторые роли достались коту, гусю и свинье, а люди появляются больше в эпизодах. Традиция говорит нам, что животных на главных ролях нужно интерпретировать метафорически, а сам сюжет заставляет нас спросить, почему Каштанка вернулась к плохому хозяину. Конечно, каждый ответит на этот вопрос по-своему и будет прав. Чехов не Крылов и не навязывал мораль. Но лично я вижу в «Каштанке» чуть ли не единственный персонаж Чехова, который был свободен. Это нам кажется, что старый хозяин собаки был плохим, потому что бил ее и плохо кормил, но у Каштанки другая система ценностей. Она ведь собака. Ей нравятся опилки. Столярная мастерская для нее кажется более богатым помещением, чем комната с кожаным диваном. Ее решение – это ее искреннее желание, порыв, к которому ее никто не принуждал, и поэтому она свободна. И еще один рассказ, о котором я хотел бы поговорить, описывая первый этап в творчестве Чехова, это рассказ «Мальчики». Лев Толстой был в восторге от этого рассказа и назвал его лучшим у Чехова. Как же похожи мальчики Володя и его одноклассник Чечевицын, которые совершают побег в Америку, на Аркадия Кирсанова и его однокашника Евгения Базарова из романа Ивана Тургенева «Отцы и дети». Это просто приквел какой-то. Лично для меня этот рассказ является отличной, умной пародией на отцов и детей, и на последних строчках у меня не остается никаких сомнений, что Чечевицын вырастет Базаровым. Впрочем, у вас может быть свое мнение. Зачем вам слушать эти вторичные вещи? Прочитайте Чехова сами. 3 рассказа, о которых мы сегодня говорили, «Письмо к ученому соседу», «Папаша» и «Мальчики» можно найти на нашем канале в плейлисте «Аудиокнига». Ссылка на них также есть под видео, в подсказках и в комментариях. Если хотите прочитать или прослушать другие рассказы Чехова, то специально для этого я сделал подборку книг в описании к ролику. Там есть как книги, которые можно купить в электронной версии, так и бесплатные варианты. А если вы прям много читаете, то можете оформить абонемент на Литрес. В абонемент входит 3 бесплатные книги в месяц, а если вы читаете быстрее, то сможете докупить другие книги со скидкой в 30%. Ссылка на абонемент также находится в описании. Вот какая получилась первая часть о Чехове. Скучная, долгая и поверхностная, зато от чистого сердца. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока!